Кашель. Как лечить кашель народными средствами в домашних условиях? Дорогие друзья, перед тем, как продолжить наше видео, хотела попросить вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Мы будем рады любой вашей инициативе в поддержку канала. Лечить кашель народными средствами в домашних условиях очень просто. При этом использовать народные методы можно как детям, так и взрослым, и даже беременным женщинам. Главное – убедиться, что у вас нет аллергии на тот или иной продукт, а также необходимо правильно соблюдать дозировку. С помощью народных средств можно вылечить мокрый и сухой сильный кашель, а также кашель без температуры, аллергический и сердечный кашель и просто простуду в целом. Основной перечень продуктов, из которых делаются лекарства для лечения кашля в домашних условиях. Это такие продукты, как инжир, молоко, мед, имбирь, прополис, редька, а также барсучий жир и другие. Для того, чтобы сделать дома лекарство от кашля, вам не потребуется много времени и умения. Приготовить это сможет даже ребенок. Мы собрали множество наиболее эффективных рецептов, которые помогут вам вылечить кашель любого вида, а также заодно укрепить свой иммунитет. Кроме того, помимо перечисленных рецептов, очень часто используют самые разнообразные травы от кашля. Из них делают настои, растирки и капли. Не менее эффективной будет и медовая лепешка, которая прогреет бронхи. А если она не поможет, тогда можно приготовить компресс от кашля и обязательно следовать расписанию его применения. Молоко с инжиром. Рецепт приготовления замечательного и вкусного средства против кашля – молоко с инжиром – поможет вам вылечить кашель у вас и у ваших деток, потому что напиток получается не только полезный, но еще и вкусный. Ваш ребенок будет просить сделать его снова. Для приготовления такого напитка вам нужно сделать следующее. Для начала найдите темный или темно-фиолетовый инжир, так как именно он содержит в себе наиболее питательные и полезные вещества. Инжир необходимо хорошенько вымыть и сделать 2 прокола в плодах, что позволит вытекать соку. Теперь возьмите 3 плода инжира и залейте их молоком в небольшой кастрюле. Поставьте кастрюлю на огонь и прокипятите ровно 1 минуту. Принимать такое лекарство от кашля следует 3 раза в день, за полчаса до еды. Порция должна составлять около половины стакана за 1 прием. Мед с молоком. Мед с молоком – это самое популярное средство для лечения кашля в домашних условиях. Все, что вам нужно сделать, нагреть стакан свежего коровьего молока и добавить туда 3 ложки меда. Когда мед растает, теплый напиток можно пить, желательно небольшими глотками. Если вы готовите народное лекарство для себя или же для ребенка старше 10 лет, тогда можете в молоко положить еще и щепотку соды, чтобы сделать его действие более эффективным. Чеснок с молоком. Чеснок с молоком тоже можно отнести к популярным методам борьбы с кашлем у взрослых и детей. Но перед тем, как давать такое лекарство детям, вам следует проконсультироваться с врачом, так как у ребенка могут быть побочные эффекты. Приготовить такое средство очень просто. Для этого нужно очистить чеснок от шелухи и разобрать его на зубчики, которые, в свою очередь, нужно нарезать небольшими кубиками. Затем поставить на огонь литр молока, добавить в него чеснок и закипятить. Лекарство будет считаться готовым. Когда чеснок разварится и станет мягким, в такой напиток можно добавить немного меда. Давать детям по 1 столовой ложке перед едой. Молоко с имбирем. Как известно, имбирь тоже обладает целебными свойствами, и если правильно комбинировать его с другими продуктами, то это поможет быстро вылечить кашель в домашних условиях. А приготовить молоко с имбирем можно по следующему рецепту. Залейте 1,5 литра молока в эмалированную небольшую кастрюлю. Выберите свежий корень имбиря, вымойте его и натрите на мелкой терке.
Смешайте в кастрюле молоко и имбирь. Затем добавьте туда 2 ложки зеленого чая и поставьте на огонь. Когда жидкость закипит, можете включать огонь и ждать, пока лекарство настоится под закрытой крышкой около получаса. Принимать молоко с имбирем от кашля можно 4 раза в день за полчаса перед едой. Прополис с молоком. Прополис, как и мед, является незаменимым продуктом при лечении кашля и простуды. Вы можете приготовить смесь прополиса с молоком для того, чтобы лечить кашель у ребенка или же у взрослого. Для этого вам нужно взять 40 граммов прополиса и смешать их со 100 мл дистиллированной воды. Далее следует не менее получаса готовить прополис с водой на водяной бане, а полученную эссенцию смешать с молоком в количестве 6 капель на стакан молока. Принимать такое лекарство от кашля желательно на ночь, так как после его принятия организму требуется покой и расслабленность. Черная редька. Черная редька тоже очень часто применяется при приготовлении сиропа от кашля. Для того, чтобы приготовить такой сироп, вам нужно взять небольшую черную редьку, вымыть ее хорошенько, затем отрезать верхушку и с помощью ложки проделать в редьке отверстие. В это отверстие нужно положить ложку пчелиного меда и накрыть все это отрезанной верхушкой. После того, как редька с медом настоится в темном месте не менее 12 часов, вы увидите, как внутри вместо меда появился сироп. Этот сироп из черной редьки от кашля, как мокрого, так и сухого, следует принимать в качестве лекарства в домашних условиях. Барсучий жир. Барсучий жир обычно не используется для лечения кашля у детей, так как для его эффективного действия его нужно применять внутрь, а у детей это может вызвать рвоту. Для взрослых же барсучий жир обычно смешивают с медом и какао, так как имеет не самый приятный запах и вкус. Тем не менее, барсучий жир от кашля помогает очень эффективно. Перед тем, как применять приведенные в статье народные средства для лечения кашля, вам необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они не нанесут ущерба вашему организму. В целом же народные средства от кашля помогают куда лучше, чем медикаменты, и это вы можете проверить на себе.